Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 декабря. Что или кто появится неожиданно, давайте с вами узнаем. И, может быть, это как неожиданная возможность сама по себе, и вам доведется принимать важные решения, а кто знает, может быть, и решиться на какой-то первый шаг. А возможно, это будет просто сама по себе новость, информация, которую вы услышите. Я допускаю, это будет со значением «кто», какая-то персона, человек придет в вашу жизнь или как гонец, вестник, который эту добрую весть принесет. Давайте с вами узнаем. И первая у нас колода 78 дверей, открыты двери или закрыты. Каковы ключи? Мы не задаем вопросов, мы позволяем картам нам сказать что-то важное. И, конечно, останемся реалистами, хоть и объединяет один знак зодиака, а тем не менее судьба у каждого разная. Но вот эта потоковая информация, как подсказка. Позвольте себе рассмотреть альтернативный вариант, ведь это по вашей части. Что сейчас важно знать, нужно услышать. Первый знак судьбы для водолеев. Второй знак судьбы. Что важно знать и что нужно услышать. Третий знак. И на колоде Таро. Так что или кто появится неожиданно? С чем или с кем? Возможно, в эти 10 дней будут связаны события. Что-то тут у нас переворачивалось. Ух ты, у кого-то это мечта, а для кого-то из вас это расстояние, у кого-то и работа в интернет, кстати, да, или средства массовой информации, все то, что где-то связано, пространство, эфир или интернет. Но у кого-то это может быть и поездка, или какие-то долгоиграющие планы. Потому что по этой карте планы или траектория, дистанция где-то лет 10, а то и 20. Ну вот как по Плутону в Водолее, в вашем знаке. Может быть, это вы просчитываете для себя какую-то траекторию и пытаетесь увидеть не совсем в событиях сегодняшнего дня, а предположить, а что будет дальше. Наверное, за этим и смотрите расклад. Ну, что или кто появится неожиданно. И дополним значение, на пороге каких событий вы стоите. Третья карта. К чему все идет, как все обернется. И по основным сферам жизни, чего ждать? Сфера личной жизни, личных отношений, в целом взаимоотношения и любовь, конечно. Чего ждать в сфере финансов и по части работы, ваших достижений, у кого-то учебы, что ждет. А может быть, это и ваши планы, важные контакты, важные встречи. Первый знак судьбы. Вам нужно что-то или переделать, или действовать, самое главное, по-новому. Дверь закрыта, но дверь стеклянная. Словно это мы стучимся в эту дверь, и никто даже не обращает внимания, проходит мимо. Каждый занят сам собой. Но я должна сказать, это у нас период ретро-урана в Тельце. Телец – это благополучие. Вот примите к сведению, что в целом люди, с кем бы вы ни контактировали, каждый человек будет занят чем-то своим. И это все в основе уходит к слову благополучие. У кого-то личная жизнь, у кого-то вопросы дома, может быть, и личных финансов тоже, да. Поэтому, если и есть какое-то взаимодействие, все-таки каждый видит какой-то свой приоритет. Поэтому, если люди заняты сами собою, то, понятно, никто вот не откликается, да, на помощь этому человеку, хоть он явно и стучит, и барабанит в эту дверь. Единственная девочка, которая обратила внимание, и то она думает, это какая-то игра, мои дорогие. Не случайно два шутовских костюма, как и на девочке, так и на мужчине. И самое интересное, вот именно альтернативный метод. Не застрять где-то в предубеждениях, то, как мы думали, или, самое главное, инструменты, или отойти от какого-то шаблона. Это по какой-то причине мы думаем, что эта дверь будет открываться, если мы так ее посильнее протолкнем, а на самом-то деле ее нужно потянуть на себя, она открывается в другую сторону. Это как раз к слову о методах. Вот такой знак судьбы.
Вам как будто по судьбе что-то переиграть, передумать. И у нас ретро-Уран, опять же, возвращаемся. Уран — это ваша планета-управитель. А по аркану Иерофант — это то, что мы говорим по судьбе, но это карта традиций, это карта порядка, между прочим. И такого порядка, который безусловный порядок, да. В нашем представлении это одно, а то, что представляют люди, это другое. Какой-то переходный момент. Это ведь и вы, мои дорогие, вот как по первой карте, можете быть и ощущать себя, как я, на пороге между прошлым и будущим. Поэтому и действовать как будто нужно совершенно по-другому. И сам по себе планетарный, опять же, тут карты ни при чем. Всегда, когда ретро, это какая-то история с приставкой «пере». И, может быть, пересмотр каких-то документов, пересмотр, перезаключение контрактов, может быть, и брачных контрактов, у кого-то по работе, каких-то прежних договоренностей, переподписание, может быть, даже банковских каких-то документов. То есть вы что-то пересматриваете в отношении того, что вы будете продолжать, а от чего, возможно, и откажетесь. Но тут ведь видите, как самое главное – словно выйти из какого-то замкнутого пространства, когда вы видите что-то, а вас как будто не замечают. Ну, может быть, и вот такой момент. Значит, нужно подумать, правда, изменить методы. И по верховному жрецу здесь как будто судьбоносные события именно складываются так, чтобы вы изменили, может быть, самих себя или отношение к чему-то, кому-то. Здесь все равно что-то будет явно продолжено, но в другом ключе. И мы готовы учиться, ведь верховный жрец – это учитель. Это и вы можете быть для кого-то учителем. Ну, наверное, также и мы всю свою жизнь учимся. Такая философская, конечно, больше карта, потому что где-то учеба имеется в виду, когда мы и себя адаптируем к тому, что происходит. Вот у кого-то и так, потому что явно есть то, что мы изменить не можем, но и есть, безусловно, то, что изменить в ваших силах, как вот эту дверь. Как будто будешь пользоваться, Водолей, другими методами, и для тебя совершенно другая палитра твоих возможностей. Ты как будто выходишь из какого-то либо замкнутого пространства, ну, может быть, это как пространство, когда вы сами себе дали какие-то установки. Давайте, что важно знать еще, а на кону счастье. Ну, может быть, и правильно договориться. Для кого-то из вас десятка кубков будет говорить о том, что вопросы пары, вопросы взаимоотношений, может быть, вопросы любви. И здесь у каждого по-своему. Может быть, договариваться лучше. Мы говорим, худой мир лучше доброй ссоры – это факт. И вы будете еще и какие-то документы подписывать в том числе. Они могут для вас иметь судьбоносное значение. Значит, есть, ну, как какое-то событие, от которого вы не уйдете. Но вам действовать, чтобы, да, вот вам как укрепить надо свою позицию. Но она отнюдь не от напора вашего или от какой-то настойчивости, да, или вот этой силы, когда как сопротивление, да, вот именно сопротивление какое-то показано по этой карте. Но нет, сила – это знание, опять же, да, когда нужно отпустить, а когда нужно и сохранить. Это сила, опять же, знания, когда нужно изменить направление, поскольку есть все-таки некоторые дела, события, нечто большее, чем обыденность или повседневность, к чему мы привыкли. Вот у вас что-то и вокруг меняется, но и действительно на вас воздействует, потому что есть какая-то уже сложившаяся данность. Вы ее не можете отменить. Но настаивать, если на своем, да, или вот как сопротивление вот это оказываете в эту стеклянную дверь, а мы себя как лишаем, опять же, вот каких-то возможностей. А на кону ваше счастье, мои дорогие. Десятка кубков – очень емкая карта. Она будет говорить о союзе с кем-то. Может быть, и какой-то союз по взаимоотношениям тут тоже будет пересмотрен. И что-то перезаключено и по документам. Но это же иное качество жизни, мои дорогие. Нам как будто карта, смотрите, две десятки. Как будто ты сейчас делаешь, Водолей, выбор. Очень важный, как я уже говорила.
Прежняя ситуация подходит к концу. Всегда десятка, все-таки, хоть это и младший аркан, но все те карты, которые у нас идут именно по цифрам, по числам, 10 это все-таки кульминация, да, вот какая-то ситуация достигает своей кульминации, и нам нужно переделать, переиграть, что-то видоизменить, а может быть, изменить самих себя. Что или кто появится неожиданно. Карта любящего человека. Это и близкие, и любовь, и семья, безусловно, да. Это наша, может быть, семья и дети. Это наш теплый, уютный дом. Может быть, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. Почему нет? Может быть, кто-то из близких вам, да, из тех людей, кого вы давно не видели, вот появится неожиданно или сообщит о себе, или придет какая-то весточка об этом человеке. Вот все то, что я говорила в самом начале. Давайте мы узнаем, что или кто появится неожиданно. Ну, можно, конечно, тут двояко трактовать. С одной стороны, девятка мечей– это вот как раз сила наших предубеждений. Что девятка мечей, что восьмерка мечей– это всегда карта искаженного нашего восприятия. Мы с вами об этом говорили. Но нам как будто уже подзастряли мы в этой темной мрачной комнате, уже солнце на восходе. Поэтому, если есть какие-то конфронтации, недопонимания, наверное, быть великим дипломатом вам явно это как-то поможет. Может быть, даже если какой-то человек появляется неожиданно, предлагает как будто мировую, то тут следует откликнуться, это точно. Не лишает себя каких-то положительных эмоций. Да точно, тут у вас на кону победа, победа через согласие, победа через какие-то новые методы, через эмпатию, через гармонию, через мир, может быть и так. Потому что я уже говорила, худой мир лучше доброй ссоры. Явно у вас ресурсов будет больше тогда, мои дорогие водолеи. И пусть какая-то часть вас самих, ну, как противится, я могу такое предположить. Но мы потом явно за какой-то ответственный шаг себе скажем спасибо. На пороге каких событий вы стоите? Вам, наоборот, нужно что-то сохранять, правильное взаимодействие. Опять же, про баланс. У нас и жонглер изображен, который два пентакля и жонглирует, и ими удерживает, их удерживает точнее, но он еще и сам удерживается, как будто две игры, две каких-то составляющих очень важных, которые вам нужно в самом себе объединить, стоя на качелях. То есть он сам еще вынужден держать это равновесие и одновременно вот эти два пентакля удерживать. Что-то должно быть явно продолжено. И здесь будут как подсказки в этом периоде, раз Верховный Жрец, что это действительно вам как по судьбе. Ничто не происходит случайно. Люди, события, новости, все, что вы получаете в этот период с 1 по 10, все имеет свой смысл и для вас служит как подсказки. Адаптация, по сути дела, идет в этой карте. Вот адаптироваться к тому, что мы не в силах изменить. Ну хорошо, давайте узнаем, а каков итог, к чему все идет. Семерка кубков. Тут какая-то путаница. Она, может быть, даже еще где-то продолжится. Или путаница тогда устранится, когда ты сам с чем-то определишься. Потому как это карта иллюзорного успеха. Где-то она может говорить, если ты не решишься, да, а вот будешь в каком-то конфузе или будешь надеяться, к примеру, на то, что, ну, как его величество случай, да, или когда ты абсолютно в чем-то прав. Вот, мои дорогие водолеи, тут, правда, такой сложный момент, который где-то на уровне нашего восприятия, то тогда по семерке кубков ничего не происходит. Вы, правда, имеете шанс, ну и вы имеете и выбор от того, как вы его сделаете. Да, нам еще одна карта говорит, тройка пентаклей. Это такой своеобразный жизненный экзамен. Может быть, это для кого-то решиться, допустим, и в своей жизни. Вот тут у нас Верховный Жрец, учитель и ученик, мы с вами это говорили. И решиться изучать что-то новое. У кого-то языки новые, у кого-то адаптироваться к тому, что уже сложилось. Потому что по этой карте мы не только адаптируемся, а мы еще добавляем знаний. И это не есть любопытство. По тройке пентаклей для этого есть какие-то основания.
причем финансовые. Мы как будто наши таланты переложить должны на новую плоскость, на новые возможности. И тогда финансовая ситуация пойдет с большим плюсом. В этом серьезная подсказка. Хотя я могу предположить у кого-то, правда, если кто-то учится, мы можем надеяться, кстати, что мы сдадим экзамен, да? Ну и можем так не очень хорошо подготовиться. Ну, тогда тут карты говорят, вряд ли тут стоит надеяться на авось, потому как все-таки знание– сила по этой карте. Но вот вы перестраиваете свою жизнь, и тут не только сам по себе экзамен, а это ваша новая ресурсность, ваши новые возможности. Может быть, и саму себя приходится менять. Но этого требует будущего, мои дорогие. И это то, за что вы действительно себе потом скажете спасибо. И пусть это даже где-то на уровне взаимоотношений. Ну, как с нового листа. Или пусть лист старый, но как-то мы пишем как минимум с нового абзаца, да. Мы допускаем, по крайней мере, что мы можем действовать альтернативно. Или люди. Вот вы знаете, наверное, в целом какая-то гармония, она вам просто необходима. Потом что-то будет отстраиваться. Ведь нам тоже говорит двойка пентаклей, на пороге каких событий ты стоишь. А вот то, что есть в вашей жизни сейчас, это должно быть продолжено, но в новом ключе. Или пусть этот экзамен жизни, он где-то вот-вот тебе предстоит. Но тогда у тебя больше ресурсов. Тогда ты за какой-то короткий период словно обретешь это равновесие, выстроишь дипломатично какие-то важные контакты и потом тоже себя поблагодаришь. Ладно, давайте узнаем, чего ждать в жизни личной, в любви, во взаимоотношениях. Да, карта Луна, с одной стороны, говорит тысячи неопределенностей, но выглянет солнце, все встанет на свои места. Но со знаком плюс, рядом десятка кубков. Для тех из вас, у кого семья, все устоялось, да, уже и есть любимый человек, может быть, и дети, и семья, ну или, может быть, это просто пара, не обязательно. Вы уже оформили ваши отношения, кстати, вы можете задуматься об этом, потому что со знаком плюс это как раз тепло домашнего очага. Это наши близкие, это эмпатия, это чувства, мои дорогие, да, все то, что где-то на уровне подсознания. Ну, и совет тут: слушай свою интуицию. Хотя все зависит от того, кто в какой сейчас ситуации находится. Тут, знаете, есть и такое значение: у страха глаза велики. Тут и по части личной жизни не время на чем-то настаивать, на своем, как на собственных убеждениях, потому что они могут быть как в искаженном восприятии, мои дорогие, мы с вами об этом говорили. Вот правда, есть какая-то в вас убежденность или предубежденность, которая отчасти вам может мешать, в том числе и в личной жизни, быть счастливым. Котик милый смотрит в пруд, пуму видит, тут и испугаться самое время. А в классической колоде Таро карта Луна, вот я думаю, многие из вас вспомнят, обычно две башни. И возле одной башни стоит шакал, возле другой стоит волк. И создается впечатление, что мы как будто должны сделать какой-то выбор. А по сути дела выбора нет. Нам и не к волкам, и не к шакалам. Нам как будто нужно пройти между, понимаете? Словно что-то объединить. Вот почему дипломатия, может быть, это не только касается жизни личной и вот именно дома, да, а это какая-то запутанная ситуация, которая касается вашей личности, мои дорогие. И тогда вот вам как среднее что-то арифметическое придется взять. И по двойке пентаклей сумеешь провзаимодействовать, удержишь вот этот баланс, и для тебя будет только с большими плюсами. Все то, что я говорила. Чего ждать по части денег? Деньги ждите. Деньги есть, деньги будут. Но девятка пентаклей, да, это финансовый достаток. Это даже те деньги, которые вам принадлежали, или вы их заработали, они вас все-таки находят, если, правда, были какие-то задержки. Здесь карта будет говорить все-таки девятка, опять пороговое значение между прошлым и будущим. Будь внимателен, Водолей, скорее всего, какая-то сумма денег, ведь что-то будет меняться потом, да? Мы сейчас даже можем где-то этого не видеть, но вполне вероятно, тебе это потом пригодится. Но на финансы, повторюсь, с 1 по 10 очень продуктивная карта. А если у кого-то из вас сложности именно финансовые, то тогда все равно
тем или иным образом вы сумеете это решить, потому что и карта победителя, и десятка кубков, она где-то это предполагает. Ну и иерофант тут тоже, знаете, может, как по судьбе какого-то человека вы встречаете, да, или вы его знаете, какое-то правильное взаимодействие происходит. И тем не менее деньги приходят, поэтому если у кого-то нужно провести платеж, а ваши, к примеру, деньги где-то задерживаются, ну, вы решите эту тему. И по части ваших достижений, пятерка кубков, явно есть какие-то разочарования. Вот, наверное, как вот эта закрытая стеклянная дверь, которую не нужно толкать, так и сожаление о том, что, ну, как проигралось. Может быть, не сложилось со знаком плюс. Это сожаление о прошлом, но это эмоции и мелкая карта. 2 кубка на столе. И я бы сказала, не совсем, наверное, период, когда мы с низкого старта куда-то спешим. И это правда, тут не то, что мы, знаете, все крушим, ломаем и что-то новое начинаем. Или где-то упорствуем в своем видении или представлении. Нам себя адаптировать к тому, что сложилось. А для вас как раз в этот период-то и складываются и возможности, и победы. Тут и по личной жизни, тут и по финансам. Но, может быть, не идет все так вот быстро, с каким-то головокружительным прогрессом. Примите это во внимание. Мы можем досадовать, что вовремя не подписан какой-то документ, вовремя там мы кого-то не встретили или не состыковали какую-то встречу. Но, по сути, мелкая карта говорит: подожди, просто для тебя, Водолей, сейчас тот период жизни, когда тебе важно удерживать вот этот баланс, обрести как будто вот эту стабильность. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, ссылки в описании под видео. У меня разного рода статьи. Есть и гороскопы на разные периоды, и есть и статьи по психологии. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.